правую руку. То же самое делаем. Мы каждой рукой заводим 2 пальцами под центральную и забираем крайнюю прядь. Можно вот так вот себе помогать. То есть вы берете, вот допустим сейчас правой рукой, и опа, от себя руку отвернули, и получается крайняя прядь поменялась в центральную, и вы ее забрали. Вот слева то же самое. И тут у нас будут еще идти подхваты. Сейчас вы просто потренируйтесь плести колосок наизнанку. Если не получается с первого раза, попробуйте несколько раз, потому что с подхватами, если начинать, то это будет сложно. Поэтому я стараюсь максимально облегчить вам этот процесс и сделать его поэтапным. Сначала вы научитесь просто косу сзади плести, вы поймете, как у вас расположены руки, что вы там делаете, куда вам эти пальцы совать. Просто смотрите на меня, можно сказать, как в зеркало, и повторяйте по видео. Ну, а теперь начнем плести нашу косу обратную с подхватами уже. Итак, следующий лайфхак. Для того, чтобы вы не устали, первую косу мы будем плести с крупными подхватами, то есть это будет пару подхватов. Отделяю я большую часть волос, как видите. Руки у нас будут стоять так, как я вам показывала, мизинцами к голове, и мы будем работать большим и указательным пальчиком. Еще очень важный момент: не плетите, если вы это делаете впервые, на чистые вымытые волосы. Они будут рассыпаться, и это тоже усложняет вам процесс. Лучше это делать через день-два после мытья головы. Пробовать. Либо на немножко влажных волосах, чтобы они не рассыпались. Так, разделили на 3 пряди. Левой рукой, указательным и большим пальцем забираем правую прядь под центральной. Вот так. Я максимально медленно показываю, чтобы вам было понятно. Захватили. И теперь правую руку убираем. Можно отпустить правую прядь и перехватить в правую руку среднюю прядь. Вот так. Все это дело держим туго. Теперь правой рукой под центральной прядью заводим 2 пальчика и захватываем левую прядь. Сначала мы просто проплетаем, как обычную косу. Правую прядь проплели, левую проплели, и теперь будем добавлять подхваты. Так, заводим под центральную, забираем правую прядь, и теперь справа указательным и средним пальцем отделяем подхват и заводим его вот сюда между пальчиками левой руки. И
сначала попробуете просто, как у вас получается, заплести как эту косу крупными. И у вас будет еще время научиться ее плести по всей голове. После того, как я растянула, я зафиксировала лаком, приплюснула, чтобы она так и осталась широкая. Но более идеально, более красиво я вам буду показывать потом. Это просто для примера, что вы можете и из тонких волос сделать шикарную широкую косу. Так, ну приступим сейчас к косе по всей голове. Беру небольшую часть волос у самого лба. Также делю ее на 3 части. Действую по тому же принципу. 2 пальчиками забираю левую прядь, под центральной протягиваю, и правую прядь под центральной. Так, проплели. Теперь будем добавлять подхваты. К левой пряди добавляем подхват. Так как коса у нас мелкая, то и подхваты я беру тоже небольшие. Они должны быть по размеру, как пряди, по толщине. Волосы стараюсь держать туго, то есть я прижимаю руки к голове и затягиваю хорошо пряди, чтобы коса была плотненькая, красивая. Подхваты я стараюсь отделять параллельно полу, то есть горизонтальные отделения идут. Чтобы волосы не путались, когда вы отделяете подхват, лучше дальше разделить его по волосам, по длине сразу же. То есть вы отделили подхват и дальше его ручкой провели, разделили волосы и плетете дальше. Потому что я-то уже понимаю, где у меня пряди, а у вас для первого раза, если вы не будете разделять волосы, вы можете запутаться. Ну и в такой косе мелкой важно отделять подхваты на уровне вашей косы, то есть там, где ваши ручки.